Сегодня ПСЖ проведет свой первый матч против Ливерпуля, 1/8 Лиги Чемпионов. Давайте разбираться, что здесь интересного и почему этот матч нельзя пропускать. Друзья, всем привет! Кто на моем канале в первый раз, приветствую вас, далеко не уходите, подписывайтесь обязательно. Я здесь говорю преимущественно про грузинский футбол. Вчера начались первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов. Я уверен, что вы наверняка смотрели ключевые из этих игр. Арсенал удивил, разгромив, уничтожив ПСВ со счетом 7-1. Реал выиграл свой матч у Атлетико Мадрид. Еще были матчи с участием Астон Виллы, Дортмундской Боруссии. В общем, матчей было достаточно, многие из них были интересны. Но я сейчас хотел вам рассказать о том, что стоит ожидать от матча Хвичи Кварацхелии и его ПСЖ. Но для начала давайте поговорим вообще о текущем состоянии команд. Каких экспертов я только не слушал, все говорят, что вот ПСЖ сейчас на ходу, чуть ли не лучшая версия вообще команды за долгое время. Там же цитата президента была, где он высказался, что вообще, знаете, Лига Чемпионов нам не нужна, главное, чтобы была команда. Я не верю, что это правда, может быть, он так снимает напряжение, может быть, это блеф. Но действительно команда, которая сейчас есть у ПСЖ, на нее приятно смотреть. И особенно приятно, что Хвичи Кварацхелия является частью этой команды. И у меня нет никаких сомнений, что сегодня он должен появляться в старте. Но прежде чем мы поговорим о составах и вообще о каких-то раскладах на игру, давайте посмотрим последние матчи команд. Вот если мы берем 5 матчей ПСЖ, 5 матчей Ливерпуля, вы видите, что у команд нет ни одного поражения вот в последних этих 10 матчах. Но если копнуть еще глубже, в последних 10 матчах одного ПСЖ, там вообще даже ничьих нету, понимаете? А вот у Ливерпуля проблем побольше, были матчи проиграны с ПСВ Эйндховен, с Плимутом, но это, знаете, играли там далеко не первым составом, и опять же, сейчас многие отмечают, что Ливерпуль команда, которая может включаться, выключаться в нужный момент. И, пожалуй, это самое опасное для ПСЖ. То есть, условно, Ливерпуль может даже отдать мяч, играть вторым номером, но потом провести какие-то 2 контратаки, забить 2 мяча и до свидания. А потом пойди еще взломай этот Ливерпуль. Да, были у Ливерпуля поражения, но давайте посмотрим на состав команды в матче, например, с тем же ПСВ. Вот вы видите... Я бы не назвал это основным составом ни в коем случае, такой экспериментальный состав. Ну и посмотрите, например, с Ньюкаслом, вот какие футболисты выходили на поле. И я думаю, что, кстати, матч с Ньюкаслом был в эти выходные. Я думаю, что вот в этой игре с ПСЖ тоже состав будет приближен к составу в игре с Ньюкаслом. Ну, а если мы говорим про ПСЖ, то здесь, в общем-то, одни победы, состав варьируется. И вы знаете, то, что Луис Энрике постоянно в линии атаки вот может так дирижировать фамилиями, постоянно менять, переставлять игроков, это потрясающе. И это дает вариативность. Вот даже, знаете, в игре с Лилем, когда счет был 4-0, я задумался о том, что Луис Энрике в принципе репетировал игру без мяча, которая наверняка будет в противостоянии с Ливерпулем. Может быть, не сейчас в Париже, может быть, потом в ответной игре. Но тем не менее, даже вот этот элемент, можно сказать, получилось у него отработать. Плюс опять были разные вариации, но об этом я отдельно рассказывал в другом выпуске. Я хотел бы обратить внимание на очень важный психологический фактор. Вот сейчас все говорят, почему ПСЖ вот так вот взлетел после Нового года на ходу. Но тут сложно сказать, где причинно-следственные связи. Многие недооценивают психологический фактор, который заключается в наличии волевых побед. Вот вы так сходу можете вспомнить, когда последняя волевая победа была у Ливерпуля. А это было действительно давно, это было аж в декабре в матче против Лестера, тогда первая пропустила команда, первый мяч, и потом выиграли 3-1. А вот если мы посмотрим ПСЖ, там статистика будет гораздо ярче, и тоже у них путь этих волевых побед начался еще в рамках 2024 года. Там обыграли Монако, уступая по ходу матча 2-1, выиграли 4-2. А после этого посмотрите, что было. Был кубковый успех в матче против Эспали. Первый гол пропустили буквально на первой минуте. Но сколько сенсаций мы видели в Кубке Франции, когда какие-то ноунеймы, команды из низших дивизионов забивали и потом шли вверх, доходили далеко. А потом, бац, ПСЖ этот матч выиграл 4-2.
Потом в чемпионате пропустили Атланта, выиграли 2-1. Ну и, конечно же, легендарный камбэк с Ман-Сити 0-2. Причем я бы здесь отметил особенно, что 0-2 проигрывали по ходу тайма. То есть у Луиса Энрике не было возможности в раздевалке как-то всех взбодрить. И причем это против Сити Гвардиолы прямо по ходу игры смогли перестроиться, забить 4 мяча, выиграть 4-2. И Хвича, кстати, ту игру смотрел с трибун. И если бы того матча не было, то не было бы и сегодняшней игры 1/8 финала, потому что в случае поражения ПСЖ, мне кажется, покидал турнир досрочно, там шансов было бы очень мало куда-то дальше пройти. Так что ПСЖ умеет возвращаться в игру, и сегодня, если вы вдруг увидите первый гол Ливерпуля, не торопитесь выключать телевизор, идти спать, все впереди, все возможно, и вполне возможно, что Хвича может стать героем этой встречи, даже если команда первая пропустит. История противостояния ПСЖ и Ливерпуля, знаете, очень интересная история, потому что команды уже играли в Лиге Чемпионов, это было в рамках группового этапа. Кстати, ПСЖ тот групповой этап выиграл, но потом ничего это не дало. Если вы помните матчи против Ман Юнайтед, мне кажется, их невозможно забыть. Победа на выезде 0-2 против Ман Юнайтед Сульшера и потом дома 1-3. Обидное поражение, но это была, конечно, совсем другая команда, в чем вы можете убедиться сейчас, посмотрев статистику матча с Ливерпулем. Вот видите, первый матч был на Энфилде, там вроде бы Ливерпуль легко повел, 2-0, потом 2-2, 3-2 в итоге Ливерпуль эту встречу выиграл, но посмотрите на составы команд. И знаете, что интересно, если у Ливерпуля, вот видите, Алисон остался, линия обороны практически в тех же сочетаниях, и можем увидеть даже в этом матче, Гомес разве что травмирован, и Салах есть в нападении, то есть целых 6 футболистов до сих пор играют в Ливерпуле, такое наследие Клопа, они остаются даже при новом тренере. Но посмотрите на ПСЖ, кроме Маркинеса никого уже нету из того состава. Ди Мария укатил в Бенфику, Неймар уже успел в Саудовской Аравии себя попробовать и вернулся в Бразилию. В общем, очень много изменений. Ну а вот Ливерпуль отличается такой стабильностью. И знаете, забавно еще, что у Ливерпуля те, кто не остался в команде, практически все прошли через Саудовскую Аравию. Тут и Фабиньо, и Фермино, и Хендерсон там имел практику, правда, уже вернулся сейчас в Аякс. В общем, много воды утекло с тех времен. Ну, ответный матч, кстати, ПСЖ выиграл со счетом 2-1, там быстро 2 гола забили. И, пожалуй, можно сказать, что эта победа обеспечила выход из группы, повторюсь, который, в общем, ничего команде не дал. А знаете, кто выиграл тот розыгрыш Лиги Чемпионов? Да, именно Ливерпуль в финале против Тоттенхэма многострадального 2-0, без проблем. Но вот так иногда судьба складывается, видите, групповой этап не все решает. И, кстати, здесь можно провести параллель уже к этому групповому этапу, где Ливерпуль занял абсолютное первое место. Вот ПСВ они в последнем туре проиграли, но, в общем-то, команде это ничего не дало. Я бы не сказал, что у них как-то сетка стала легче. Ну, разве что на один матч меньше провели, хотя то, что ПСЖ имел вот эти встречи с Брестом, может быть, даже и плюс для команды. Ну и была еще одна встреча, которую, знаете, даже не все поисковики находят. Это было в апреле 1997 года в рамках Кубка обладателей кубков, тоже двухматчевое противостояние, полуфинал, кстати говоря. И вот ПСЖ дома выиграл со счетом 3-0, на выезде, казалось бы, все будет в порядке, но выступили в итоге 0-2. Не было тогда еще таких камбэков, к которым мы привыкли за последние годы, и ПСЖ прошел в финал, но там благополучно проиграл Барселоне. Посмотрите протокол того матча, вообще сколько фамилий вы вспомните, сколько сможете назвать. Ну, посмотрите, например, Патрик Бергер, Стэн Коллимор, Робби Фаулер, Стив Макманаман, или в составе ПСЖ у нас есть Бернар Лама, Бренон Готи, Поль Легуэн, который в дальнейшем был, наверное, легендарным тренером Лиона, Жером Лерой и Патрис Локо. Вот такой был состав, но даже здесь не получилось у ПСЖ выиграть трофей. А знаете, кстати, когда ПСЖ выигрывал свой последний Еврокубок, и что это был за турнир? ПСЖ выигрывал свой последний Еврокубок в 1996 году, и это как раз был Кубок обладателей кубков. Тогда там еще Джаркаев даже играл в этом составе, но в финале обыграли Венский Рапид. Вот такая короткая историческая справка. Ну что же, какое вообще превью без каких-то предположений о составах команд? Арне Слот
похвалил Хвичу Кварацхелию, но это был вопрос, я так думаю, грузинского журналиста. Он сказал, что действительно игрок талантливый, но таких в ПСЖ немало. А когда речь зашла про какой-то конкретный интерес со стороны Ливерпуля, Слот сказал, что это все газеты пишут, и он это никак комментировать не будет. Ну, давайте перейдем теперь к составу. Посмотрите, вот такое сочетание. Возможно, я позаимствовал эту картинку у коллег, но мне кажется в целом, что, наверное, так и будет. Хвича, тут, знаете, вот эти позиции на поле, они очень относительны. Хвича, скорее всего, справа, Дембеле в центре, Баркаля слева. Ну, а чуть-чуть пониже Витинья, Невиш, Руис. Ну, может быть, и Дуэ появится, посмотрим. Луис Энрике так варьирует состав, что действительно можно запутаться. Посмотрите, в каком составе Париж играл в матче с Лилем. Я думаю, что учитывая вот эту ротацию Луиса Энрике, определенно то, что Кварацхелия не вышел с первых минут против Лили, это значит, что он выйдет с первых минут сейчас в матче против Ливерпуля. И я напомню, что Кварацхелия знает, как играть против Ливерпуля. Вы наверняка помните тот матч, когда в составе Наполи просто уничтожили Ливерпуль со счетом 4-1. Это был дебют Кварацхелии вообще в Лиге Чемпионов. Наполи после долгого перерыва вернулся в турнир. И, в общем, ну, блестящая была игра. И в ответной игре, конечно, Ливерпуль какой-то должок взял, но если уж так можно судить, по сумме двух встреч Наполи тогда был сильнее. И Кварацхелия хорошо знает и Робертсона, и Александра Арнольда. Я не думаю, что прям вот какие-то непроходимые защитники. Сейчас все критикуют Александра Арнольда за его, не знаю, может быть, какие-то ошибки, брак в обороне, но, знаете, например, вот по количеству отборов, перехвата владения, он один из топов в премьер-лиге, поэтому как бы недооценивать этого футболиста тоже не стоит, но ничего страшного, я думаю, что у Хвичи все должно получиться. Отдельно, конечно, радует, что в принципе без травм сейчас у ПСЖ и у Ливерпуля, и дай бог, все будет хорошо у команд, чтобы мы видели прям настоящую зарубу, настоящее противостояние. Но сейчас на ваших экранах возможен состав Ливерпуля, Сабаслай, МакАлистер, Салах. Я думаю, это вот те футболисты, от кого стоит ожидать наибольшей угрозы. Ну, я, честно говоря, не знаю, вот если вы меня уже спросите, как я ожидаю сложится этот матч, я, безусловно, жду много голов. Очень важно, кто забьет первый. Повторюсь, важный момент, который мало кто учитывает. ПСЖ умеет отыгрываться. Они это уже не раз доказывали и в конце прошлого года, и в начале этого. Поэтому я думаю, что в этом матче точно ничего не решится. Я ожидаю результативный футбол и победу одной из команд, возможно, в один мяч всего. Но все решится, конечно, на Энфилде через неделю. Друзья, вот такие расклады перед матчем ПСЖ-Ливерпуля. Пишите, что вы думаете об этом матче, есть ли шансы у Парижа, что вы ждете от Кварацхелии, будете ли вообще смотреть матч, все-таки он будет достаточно поздно. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайк и ждите подробного разбора матча, первого матча между ПСЖ и Ливерпулем. Да победит сильнейший.